Приветствую вас, дорогие друзья, в пространстве гармонии, света и интуиции. Сегодня будет тема «Вы и он. Ваша история любви». И мне пришла новая колода, я сегодня буду работать и знакомиться с ней первый раз. Я только открыла ее, немножко пролистала, но в общем вместе с вами сегодня буду знакомиться с этой колодой. Колода «Оракул» «Tell me you love me». И она как нельзя просто идеально вот пришла в тот момент, когда я захотела записать видео «Вы и он. Ваша история любви». Это история любви, которая, возможно, еще не началась, или, возможно, та история любви, которая уже разворачивается в вашей жизни, или даже которая уже, может быть, уже несколько лет зрелая история любви. В общем, этот расклад сегодня для всех. Будет, как обычно, два варианта. Выбирайте какой-то один вариант, возможно, основной, а какой-то вариант, возможно, будет дополнительным с подсказками. Я советую смотреть всегда два, потому что когда у меня идет один поток, очень часто я замечаю в раскладах наших, что есть схожие тенденции, но иногда бывают противоположные какие-то месседжи. Поэтому пока я настраиваюсь на эту колоду, на вас, единички, двоечки, выбирайте свой вариант, загадывайте. Вы загадываете мужчину, думайте о нем. Подумайте мужчину, о котором вы сегодня смотрите расклад. Возможно, у кого-то это будет два мужчины, два разных мужчины, потому что я вот уже чувствую из потока, что первый и второй вариант будут абсолютно сегодня диаметрически разные. Так, ну что, давайте ваша история любви, вы и он. Посмотрим, как она развивается, что чувствуете вы, как в этой любви проявляетесь вы, как в этой любви проявляется он. У меня такой красивый вид. Потом, когда закончим видео, в конце видео я обязательно покажу вам пару кадров, прикреплю того вида, который у меня сейчас здесь. Так, ну что, я почему-то долго настраиваюсь, потому что история любви очень насыщенная. И первая карта для единичек вот такая вот. Intimacy, Dreams, Intuition. In my secret garden there is me and me. Интересно. Вы знаете, для вас те отношения, ваша любовь, в которой вы есть, и для вашего партнера, это настолько что-то, знаете, личное, сокровенное. Вы настолько этим, возможно, не готовы делиться, вы держите это настолько, как бы, знаете, прижимаете к себе, вы не готовы рассказывать подружкам, возможно, даже не рассказываете близким и родителям каких-то подробностей, возможно, даже деталей вашего знакомства. Если, допустим, вы этого еще человека не смотрите, но вы смотрите на человека из будущего, вы можете знать о себе, что вы такой человек, который свои самые сокровенные желания, свои самые сокровенные чувства никогда не будет выносить в социальные сети, никогда не будет рассказывать друзьям. Вы всегда будете это держать вот у себя в сердце. Это настолько что-то будет, знаете, вот ваш тонкий процесс, над которым вы будете работать, который вы будете чувствовать. Поэтому для вас любовь и ваши отношения — это вот действительно sacred, это что-то такое, знаете, таинственное, исключительно для вас двоих, для вас, для вашего мужчины. Один. Эта карта, я думаю, что о вас. Сразу мне пришло, что prayer, wish и face. Your prayers and request to reach the heavens, even if you have your doubts. Классная очень карта, переведу, то есть молитвы, желания и вера. Это абсолютно про вас, то есть вы женщина, которая, даже если, может быть, бывали периоды без мужчин, без отношений, видите, какой ветер сегодня, вы, вот понимаете, для вас любовь — это вообще вся жизнь, отношения — вся жизнь. И для вашего мужчины, которого вы встречаете, точно так же это взаимно. Молитвы, желания и вера. И ваши мечты, и ваши желания, они достигают небес, если у вас нету никаких сомнений, понимаете, это вот такая вот подсказка для вас. И вы знаете, что это говорит, вот мне просто из потока идет, что это говорит о вашей любви. То есть вы даже в самые темные времена в отношениях, возможно, в каких-то моментах сомнений, каких-то ссор, опять выходит эта карта, да, вы всегда возвращаетесь к себе, к своему сердцу. Видите, я про нее не договорила. Вот это просто удивительно, как на моих раскладах всегда карты возвращаются, если я о ней продолжаю думать. Так вот, вы
понимаете, вы настолько, ваша вера в отношения, в любовь, в свет, в то, что все будет хорошо, это, знаете, вот как это, как топливо ваших отношений и любви. Вообще вы такая вот женщина, вашей любви и отношений с мужчинами. То есть вы, знаете, вы как такой локомотив, то есть на вашей вере, на том, что вы верите, что все будет хорошо, чисто, светло, что ваша любовь будет развиваться, что ваши чувства будут, что вы навсегда найдете какой-то компромисс, что у вас будут точки соприкосновения, что это любви есть развитие. То есть вообще вот в паре вашей любви вы именно вот та вот звездочка, которая, понимаете, вот smiles, joy, happiness, shine, 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 да, вы та звездочка, я сказала shine, вы та звездочка, которая как бы любые отношения будет всегда озарять, и они всегда будут, скажем так, наполнены любовью. Поэтому в ваших отношениях вы тот самый партнер, который отвечает за чувственную, эмоциональную часть и веры, который никогда не сдастся. То есть вы будете до последнего бороться за эти чувства, за эту любовь, за этого партнера. Вот. Silence. Видите, ну вот то, что я говорила, что для вас это настолько любовь, чувство и ваши отношения с мужчиной. И вы знаете, мне почему-то сейчас идет из потока, что те женщины, которые еще не встретили своего мужчину, они даже, мне кажется, никому не рассказывают свои истинные мечты, что они очень хотят встретить свою половинку. То есть вы держите это внутри. Это ваша настолько сокровенная мечта, чтобы встретить мужчину, с которым вы будете как бы в одном ритме, в одном направлении, с которым вы будете в любви. То есть для вас это настолько сильная мечта, настолько сильное desire, желание, что вы просто храните это внутри, понимаете, вы закрываетесь за пеленой разных мыслей, разных разговоров, вы можете поддерживать разговоры на разные темы, но на эту тему, про это желание вы никому. А если вы в отношениях, и у вас отношения с мужчиной, то вы, скажем так, даже если у вас происходят какие-то моменты невероятного счастья, вас прям распирает, вам прям хочется поделиться, то вы будете держать это все равно при себе. Ну, как-то вы, может быть, скажете, преуменьшите, но вы не будете, знаете, прям ходить и хвастаться. Вот он мне подарил бриллиантовое кольцо. Или там он меня отвез на Мальдивы, смотрите все. То есть вот это для вас настолько ценно, что вы будете держать это при себе. Понимаете, счастье любит тишину для вас именно вот в этом смысле. Вот. Интересно, опять выходит эта карта, и вы знаете, я вот сейчас думаю про вашего мужчину, думала, и снова вышла эта карта. Prayer, wish, face, как я не мешаю. То есть ваши мечты и желания, да, они всегда воплотятся, да, которые вы обращаете небесам, если у вас не будет сомнений. Потому что, вы знаете, во-первых, ваш мужчина абсолютно такой же, и для него тоже, вот, скажем так, ваши отношения имеют очень интимный личный характер, он вообще ни с кем их не обсуждает вообще, то есть для него эта тема между вами и им. Если какие-то сложности, переживания, он скорее закроется, уйдет в себя, но он не будет выносить это. И самое главное, что каждый из вас внутри, если у вас еще нет таких отношений, это в будущем будет. Если у вас есть уже в паре, и вы вот загадываете этого человека, понимаете, вы должны знать, что этот человек, если вам кажется, что он замолкает или может как-то он отдаляется, потому что он не склонен распространяться о ваших чувствах, ну, о чувствах между вами, то этот мужчина, понимаете, он, сейчас вот я правильное слово подберу, он, чтобы сохранить эту любовь, а он очень хочет ее сохранить, и он как бы бережно к ней относится, он обращается к Богу, он тоже обращается к высшим силам по-своему, но он тоже своей верой укрепляет вашу любовь и отношения, это однозначно. То есть вы в паре оба человека, которые, знаете, вот оба заинтересованы, оба ценят, оба хранят тишину об этих отношениях, то есть это взаимно, даже я вот смотрю, мужчина гораздо больше. Такой ветер ледяной. Вы знаете, почему? Вот сейчас я так почувствовала, мне так прям мурашки пробежали, когда я об этом, представляете, промешала, опять эта карта выходит. Почему? Потому что не договорила. Опять, что я хотела добавить, вот про ветер, да, что такой ветер идет, что какие не были обстоятельства вокруг, какие бы ни было, что бы ни происходило, какой бы ни был холод снаружи, в ваших отношениях всегда будет тепло, потому что вы друг с другом на такой связи. То есть он для вас как божество, как, понимаете, вот настолько такая чистая, теплая любовь. И это взаимно, и вы для него. То есть это отношения, в которых люди настолько вот ставят центром в хорошем смысле своего партнера, для них это действительно на первом месте. И этим самым они усиливают и развивают любовь. Очень интересные единички. Такие вы, это очень сильные личности, очень духовные и девочки, и мужчины.
вы очень верите в любовь. Для вас вообще вот отношения... Так, ну новая колода, видите, надо ее немножко, она сложно поддается мешанию, она пока такая очень скользкая, видите, она такая вся глянцевая, такая золотая. Ну, посмотрите, какой у нее торец, видите? Бабочка, сердце, пылают звезды. Ну вот прям, эта колода прям моя. Я когда ее увидела, я ее заказала и, в общем, просто потрясена была и красотой. Посмотрите, вот такая вот красивая карта. И для единичек это Release, Breathing, Respite. Fear does not prevent danger. So at least allow yourself to breathe. Но на самом деле именно в ваших отношениях, в вашей любви, мне эта карта говорит о том, что вы, понимаете, вам обоим очень легко дышится в этих отношениях. Вообще для вас любовь и отношения, где есть какие-то оковы, какие-то ограничения, какие-то табу, постоянно кто-то кого-то дергает, то не одевает, на того не смотри, то что. Для вас это уже не отношения, для вас это уже, вы уже, понимаете, для вас это уже все позади. То есть если вы еще не встретили такого партнера, то вы о таком партнере мечтаете. Но если у вас... Если у вас уже есть отношения, то для вас это принципиально важно. Именно я сейчас про женщину говорю. То есть вы настолько вот не хотите плохого настроя, вы настолько не хотите каких-то конфликтов. Вы хотите в отношениях легко, хорошо и расслабленно дышать. Сейчас я вам подтверждение вытащу. Посмотрите, вот. Это мужчина вышел ваш, понимаете? Потому что для него тоже forgiveness, freedom, recognition. Понимаете, вот, для него точно так же это свобода в отношениях, легкость, прохождение каких-то спорных вопросов и даже конфликтами я не могу назвать в вашей паре. Это не конфликты, это скорее, сейчас мы его прикроем, это не конфликты, это скорее, знаете, какие-то... трения. Вот, в ваших отношениях не конфликты, не ссоры, трения, какие-то временные разногласия, понимаете? Вот это вот все о вас. Сейчас я еще вот подсказочку вытащу. Да, give your all, да. Ну вот смотрите, понимаете, то есть вам настолько важно, чтобы в отношениях был мир и гармония. Сейчас я вам переведу то, что здесь было. Настолько важно, чтобы в отношениях был мир и гармония, вообще для вас в отношениях, чтобы не было конфликтов, это главное. То есть если в отношениях начинаются какие-то разборки, какие-то претензии, все для вас это уже, понимаете, это уже не та любовь, которую вы хотите. Может быть, 5-10 лет назад вы были сами в таких отношениях, вы этим сыты по горло. И мужчина точно так же. Вы оба хотите, стремитесь, где какой ветер пошел, да, вы оба хотите, стремитесь к этому. То есть для вас, для обоих это прям, ну просто супер важно. Давайте еще посмотрим о вашей любви, так интересно. Вот такая вот карта вышла. Meeting, date, encounter. Встречи, свидания. Groom and respect yourself for that first date and for all the one that follow. Ой, ну просто вот понимаете, вот я говорю, что это просто отношения каких-то святых людей. Ну, условно говоря, да, то есть это людей, которые очень чистые люди, которые хотят любви, которые ценят свои отношения, и они понимают, что вот та светолочусть, которая у них есть, они прям к Богу обращаются. Вы, мужчина, вы прям вот обращаетесь к Богу, прям внутрь себя, своего сердца, как там у нас было, да, первая карта, чтобы вот сохранить свежесть этих чувств, чтобы тот отклик, который был между вами, чтобы чувства не остывали, чтобы и первое, и 10-е, и 50-е свидания были такими же. Понимаете, то есть ваша любовь, она именно в продолжении, в развитии. То есть тут еще, может быть, такой совет был, да, опять, видите, я не, вот и продолжаю просто говорить об этой карте, 3 раза перемешала, все равно тоже вышло. То есть вот сейчас я вам дословно скажу, да, то есть уважайте себя с первым свиданием и с последующими, да, и как бы и отношения уважайте, и партнера. То есть для вас это, понимаете, о том, чтобы, просто мне вот из потока идет, что для вас очень важно свидание, какие-то встречи, романтик. И не только для мужчины. Я смотрю, для вас в большей степени, поэтому вы, возможно, в ваших отношениях будете инициировать, немножко от партнера требовать, чтобы он проявлял романтику. Вам это очень-очень-очень важно. Поэтому, девочки, вот такой вот момент. Вот. В общем, не переставайте ходить на свидания. Такой вам совет. И если у вас начнутся отношения, то храните ту чистоту, чувствуйте эмоции, которые у вас есть, не превращайте все в рутину. А если, допустим, вы уже в браке давно, и вы чувствуете, что немножко, может быть, у кого-то уже дети появились, и вы немножечко, так это, знаете, подзастаете, то
Вы должны это знать про вас, про ваши отношения, и вы должны, возможно, намекать своему мужчине, ходить вместе на какие-то свидания. Вот такой вот момент. Давайте что-то еще о вашей любви посмотрим. Да, gratitude, divine, grace, bounty. Apple CarPlay is Oh, active. вот You так can вот. use the telephone function of the connected device via CarPlay. Вы все поняли. Так, не будем говорить на английском, видите, моя Сирия возмущается. В общем, чувства в вашем сердце. Такая просто красивая карта, я не могу сфокусироваться и почитать. Посмотрите, какая красивая карта, там зеркала, витражи, и женщина в такой в позе обращения, как такой молитвы, поклонения, да, вот. Ну, в общем, понимаете, это карта о том, что вы в своем сердце, понимаете, одно и то же, этот расклад по кругу меня возвращает к тому же, что вы с тем, что у вас внутри, то, какая вы, и то, какой ваш мужчина, то чувство, которое между вами зародились, вы можете вообще просто познать божественную любовь, понимаете? То есть это не просто любовь, это не просто любовь, знаете, вот какая-то такая, как бы подростковая, или любовь такая кармическая, где вы учитесь каким-то урокам постоянно, и вы понимаете, что это временный партнер. То есть это любовь, которая, понимаете, вот она настолько сильная, настолько божественная, настолько невероятная, что она вас все время толкает к какому-то душевному росту, обогащению. То есть вы становитесь лучше. Мужчина вас становится лучше. То есть это отношения, которые развивают. Вот такая вот любовь. Давайте вот я вытащу одну карту, еще раз подтверждение вытащу. It's going to be party time. Да, то есть, ну, понимаете, это отношения, это любовь, они приносят праздник в жизнь, понимаете? Они приносят праздник в вашу жизнь. И приносят новые события, приносят новые открытия, приносят вас новую, понимаете? Ну, это вообще, это расклад просто, невероятный. Да. Meditate, think and you will understand. Да, ну вот такая вот история любви, где люди через отношения, через любовь становятся лучшей версией себя. Да, да. Вот понимаете, ваши все темные стороны, они уходят. То есть вы обращаетесь в свою сторону, то есть эти отношения, это любовь исцеляет, понимаете? И ваши отношения, они исцеляют все ваши травмы, все ваши боли. Это удивительно вообще, какой этот союз. То есть, если у вас еще нет таких отношений, то поверьте, у вас такие отношения будут. Причем, вот в ближайшее время, потому что я же говорю, что я сижу, у меня просто тут это ураган. То есть, я часто, вот вы знаете, у меня традиционное уже записываю видео для вас в машине и открываю окно. Но сегодня это не просто ветер, я даже вот волосы заколола, потому что они просто вот улетали, я даже не могла говорить. Надеюсь, кстати, микрофон слышно из этого ветра. Вот. В общем, такой вот вариант двоечки. Давайте последнюю карту для вас вытащим. А вас, ваши... это вы представляете? Эта карта опять вышла. И к ней вторая карта. Вот. Вот такая вот. Смотрите, как классно. Вот такая вот. Значит, это карта, с которой мы, собственно, и начинали, да, что для вы своей верой в любовь и верой в своего партнера, вы, собственно, эти отношения и развиваете. А тут смотрите, какая вторая карта. Marriage, agreement. Класс, девочки, вот то, что я сказала. Понимаете, то есть если вы еще не замужем, то вы будете в браке с этим партнером, понимаете? Будет брак, у вас будет соглашение, у вас будет все официально, понимаете? Смотрите, то есть сердце, вы представляете, какое это чудо? Эта карта вышла, это единственная карта, это карта, которая на торце, вы понимаете? Это просто удача, это знак. Девочки, это божественный союз, это союз, в котором вас вела судьба, long live love and those who love life, понимаете? Вы любите жизнь, вы любите отношения, для вас это настолько важно, понимаете? Вот, это вот вы. Вот так вот на первое место поставим это сердце, понимаете? Поэтому у тех, у кого еще нету любви, я вам шлю ее. Пусть она придет, понимаете, в вашу жизнь, и это все будет. То есть это вот вы и он, это вот знаете, вот как это там, сердечко, вот, сердечко. Вы сердечки с ним. То есть у вас две половинки. Любовь, брак, и все будет, девочки. Это прекрасный просто сегодня расклад.
Я записываю этот день, сегодня день весеннего равноденствия. И, кстати, я сегодня давно я не завязывала, вот у меня платочек, видите, с губками. Это тоже, вот, понимаете, сегодня просто любовью все пропитано. И девочки, единички, конечно, я очень за вас рада. Я очень рада, что такие союзы есть в этом мире. И такие союзы, они, понимаете, они, поскольку они приумножают любовь между партнерами, эта любовь распространяется и во весь мир. Поэтому дай бог, чтобы таких пар было больше. И если такой человек еще в вашу жизнь не пришел, я уверена, что вы о таком человеке мечтаете, и вы смотрели этот расклад и визуализировали. Вот. Ну, давайте настраиваться на двоечек. Какая там у вас любовь? Двоечки. Двоечки, вот сразу идет другая энергия, более такая живая, более такой юный союз, в котором еще, если первый вариант был более такой зрелый союз, люди, которые уже хотят, а вот сразу карта выпрыгивает. Hope Future. Смотрите, Hope Future. Realizations. If you lose hope, you may die of desire. Но вот понимаете, это еще в двоечке, это, как я и сказала, это еще такие, может быть, более молодые души или более молодые союзы, то есть союзы, в которых вы еще только учитесь любви, у вас много страстей, много каких-то иллюзий, возможно, страдания, возможно, такие драмы. То есть, и вы, может быть, сами такой человек, который любите такие вещи. Сейчас посмотрим. О, вау, я же говорю, много страстей. Тут такая карта, ее надо прикрыть. Ну, в общем, там это, да, вы поняли, там обнаженная натура. И сейчас я вам ее прочитаю, эту карту. Значит, Discovery, Unveiling, Laying Bare, Step by Step towards to Real You. То есть, я же говорю, это... Сейчас вот так вот закроем. Двоечки. Понимаете, двоечки, вы сейчас на том этапе жизни, и для вас отношения это, собственно, способ, скажем так, трансформации, познания мира. То есть для вас даже, может быть, отношения партнера это такой лифт в жизнь. Вот, развитие, познание мира, познание каких-то, может быть, через эти отношения вы переехали куда-то. Сейчас, извините, я поплю. Я что-то так это... Извините, когда долго говоришь, пересохло. Извините. Значит, step by step toward reality. То есть ваши сейчас отношения, вы и он, и вам, может быть, вам хочется отношений до гроба жизни, до конца. Вот мы Ой! Прикрыть надо ее, она там оголенная. В общем, вы и он, понимаете, ваши встречи, может быть, даже у вас часто происходит смена партнеров, там, может быть, каждый год, может быть, каждые 2-3 года, вы думаете, как я об этом устала, от этого устала, от этой смены партнеров, я хочу одного и навсегда, но, возможно, у вас сейчас такой этап жизни, и вы вообще такая женщина, которая, скажем так, очень хотите развиваться, менять свою жизнь. Возможно, даже мне шло почему-то переезжать в другие страны. Да, переезжать в другие страны. То есть поиск лучшей жизни, будущее, подготовка, time will tell. То есть у вас, понимаете, вы в пути. И вы, может быть, хотите от этих отношений, чтобы сейчас все как бы сложилось, все получилось. Но на самом деле... Так, сейчас я немножко прикрою окно, потому что я начала замерзать. Вот, я начала замерзать, девочки. Очень-очень-очень-очень холодно. Вот, интересно, тоже это случилось вот на этом раскладе, что вдруг я так замерзла. Вы знаете, это связано с тем, что вот вам, понимаете, вы должны перестать пугаться того, что какие-то перемены в отношениях, то есть какие-то передвижения, то есть то один партнер, то другой партнер, какие-то неопределенности. То есть вам нужно перестать этого бояться, ничего в этом такого страшного нету. Это и начать этого воспринимать как путь вашего развития. Вы все время обнаженная, видите? Вот сравните первый расклад, где женщины все были сдержаны, это вообще другой порядок отношений, вы, другой партнер. То здесь, понимаете, здесь сексуальные приоритеты есть, потому что у вас сейчас такой период познания мира, возможно, раскрытие себя. Возможно, вам даже сейчас не сколько нужна, вот знаете, такая вот глубокая, такая божественная какая-то любовь, насколько вам нужны какие-то
и близостные, интимные отношения для вас это приоритет. Why not? Разные периоды жизни. Так, сейчас я прочитаю. Sacrifice, letting go, devotion, assuming sacrifices will not yield positive results. Интересная карта, кстати. Вчера буквально, когда я открыла эту колоду, я общалась с подругой, вытянула ей на колоде эту карту. И вышла карта, она как раз очень интересная. Она меня спросила там про отношения. И, то есть, вот жертва в отношениях никогда не принесет никаких положительных результатов. Вы понимаете? Это на самом деле настолько важно понимать, и вы должны понимать, что в тех отношениях, в которых вы сталкиваетесь, мужчина и женщина, да, даже если это союз не на века, даже если это союз временный, не пытайтесь, знаете, как бы, чтобы эти отношения продолжались, жертвовать собой. То есть если союз исчерпался, идите в новый союз. То есть нам показывают, что у вас пока этап поиска, этап пока развития, и, возможно, не каждый, как я раньше, если кто со мной с самых давних времен, когда я проводила курсы, я еще был тем человеком, который первый начал употреблять слово «богиня», и у меня был курс «Сбуди в себе богиню», да, это было почти 10 лет назад. Так вот, я говорила вам такую очень важную фразу. Есть такие мужчины, термин, который я ввела, тренажерные мужчины. Так вот, вам не нужно бояться таких тренажерных отношений, тренажерных мужчин, понимаете? Потому что вот как у единчик, видите, опять, вот я же говорю, если есть поток сегодня, то тема так или иначе ходит вокруг, только другими словами. Видите, опять выходит эта карта, которая была у единчик. Intimacy, dreams, intuition, то есть близость. Но в вашем случае это интимная близость. Да, может быть, ваши отношения сейчас строятся больше на интимной близости. Ок, ничего страшного. Так вы тоже, если вы думаете, что люди через интимную близость не развиваются, они тоже развиваются духовно. Это просто другой этап жизни, другое развитие. Это нормально. Потому что независимо какая форма и формат отношений, потому что мне вот в чем-то идет, что вы, может быть, или пока не замужем, или пока даже если вы в браке, но вы чувствуете, что, может быть, этот брак не до конца. Ну, то есть есть какие-то такие сомнения или часто смена партнеров, и вы думаете, что ну, я какая-то плохая, вы себя начинаете ругать, вы начинаете вот этот sacrifice было жертвовать партнером, чтобы эти отношения продолжались. Но вам показывают, и нам сейчас сегодня говорит расклад о любви, о вас и о нем, что вам нужно, ну, как сказать, научиться легче относиться и брать именно из отношений трансформацию, проживать это в сердце, и тогда, вот интересно, что вы опять, вы представляете, опять вы вот эта вот обнаженная девушка, я ее подальше покажу, она опять выпала. Но выпала она уже не одна, она выпала с другой обнаженной девушкой. Вы представляете, какие разные расклады, сейчас я их вот так вот закрою, одну другой, вот, они обе полностью обнаженные, понимаете? Значит, первая карта, у нас, вы уже знаете, это развитие, то есть вы через отношения развиваетесь, и вы каждое отношение, каждый новый мужчина – это ваш путь к себе, к вашему сердцу, к той самой любви, которую вы хотите, понимаете? Enchantment, serenading, flirtation. Вы понимаете? То есть не бойтесь этого, ну флиртуйте, общайтесь с разными мужчинами. Может быть, у вас 2-3 мужчины, понимаете, если вы не замужем. То есть вы, как сказать, у нас есть такие стереотипы, какие-то табу еще с тех времен, что если у женщины несколько мужчин, она со многими встречается, она падкая женщина. Если женщины есть интересы к кексу, то она плохая. И если женщина флиртует, и она такая игривая, она падшая и плохая, и вообще, ну, как, что-то слово не могу там подобрать. То есть она такая, как бы, знаете, распущенная, толку из нее не будет. Это все настолько, это все, понимаете, это все прошлый век. Мы живем на новых вибрациях. Люди встречаются разные форматы отношений, разные форматы любви. Поэтому make way for the pipes and violins. То есть путь к чувственности, к развитию, к любви у вас свой, и вы должны делать его сами, понимаете? Не думайте, что вот такой формат только отношений, такой только формат любви, и вот так вот должно быть. А у меня не так, значит, что-то не так. Нет. Давайте смотреть все-таки про любовь. Что-то я ушла про вас, говорю, вы и он. Видимо, нужно было что-то сказать очень важное для вас. Давайте смотреть, вы и он, какая ваша любовь. Ладно, ну слушайте, это что, ну двоечки, у вас одни обнаженные женщины, ну я не могу, как их, мне приходится, видите, их прикрывать. Вот, сейчас. Вот, мне приходится их прикрывать, вот.
Вы представляете? Значит, женственность, красота, натуральность, женственность, femininity if you are a woman, but also natural beauty if you are a man. Класс! Просто невероятная карта. Вы посмотрите, вот для двоечек я и говорю, что у вас может быть влечение, страсти, да, то есть это очень обогащает вашу жизнь и вашего партнера. То есть у вас страстные отношения, горячие отношения с мужчиной. То есть сексуальная жизнь, может быть, она стоит таком на первом плане. Вот. То есть женственность для женщины, но тоже натуральная красота, если вы мужчина. То есть для вас, вы знаете, вот отношения чувственные, сексуальные, страстные, они для вас очень важны в паре. И ваша любовь, она в первую очередь строится и выстраивается через сексуальную близость. И это прекрасно. В этом, вы знаете, познание себя через эту сторону отношений тоже очень важно. Или, возможно, у вас сейчас такой этап в отношениях, когда вы должны, может быть, добавить немножко такой перчинки в ваши отношения. Вот. Или для вас, может быть, у вас были отношения, и в прошлых отношениях сексуальная жизнь была никакая, и вы теперь понимаете, что однако без этого очень тяжело. Это очень важно, чтобы была близость, чтобы было совпадение, было влечение и так далее. Поэтому, если вы уже в браке, то я думаю, для многих это просто очень важная часть жизни. На этом строится близость с вашим партнером. Это хорошо, замечательно. В этом нету ничего, потому что у нас как-то принято. То есть, ну, если есть там вот этого очень много, значит, это как-то плохо, значит, людей ничего не связывает. Но в данном случае, я смотрю, двоечек, это абсолютно не так. Так, Responders Message Letter. Наконец-то у вас что-то, потому что про мужчину я подумала, и сразу пришла карта более сдержанная. Вот, одета. Хотя бы уже в одежде женщина, уже спасибо. Вот, hurry up, my life cannot wait. Ну, понимаете, то есть если вы еще не встретили мужчину, то мужчина в пути. То есть мужчина хочет с вами познакомиться, встретиться, может быть, он даже где-то вас уже видел, взял телефончик, может быть, в какое-то ближайшее время, сейчас у нас начинается новый цикл после равноденствия, может быть, неважно, кстати, когда вы нашли этот расклад, но, возможно, мужчина заприметил вас, захочет с вами познакомиться, написать вам. Вот. Может быть, какой-то бывший мужчина, то есть он подумает, что «О, какая была женщина, какая она была невероятная, красивая, тонкая». Вот. Поэтому какие-то новости будут в отношениях однозначно. Вот. Какие-то любовные признания. Вот. Давайте еще смотреть. Вы и он. Другой, видите, единички, двоечки сегодня совершенно другие, противоположные. Я так и в начале расклада это почувствовала. Так, пришел у вас мужчина. Вот, love, crash, admire. The one who occupies the heart also occupies the mind. Вот так вот, вот такой вот мужчина. Представляете? И на самом деле это говорит, что в ваших отношениях, то, что я уже 10 минут говорю про двоечек, почему-то не могу я отойти, видите, не могу сосредоточиться, вообще перейти с нижней чакры вверх, поднять вообще энергию, потому что, блин, ведь опять обнаженка. Вот там полколоды обнаженная, полка нет. Но на первый расклад вышли все одетые, чинно благородно, но на двоечек все, понимаете, все naked, все naked. Поэтому кто занимает твое тело, занимает твою душу и занимает твои мысли. То есть, понимаете, это все едино, не нужно это разделять. Поэтому иногда наша любовь развивается через интимную близость, и потом расцветают чувства, и эти чувства углубляются. А бывает, что наоборот, человек что-то делает, допустим, там у него есть чувства, у него есть мысли, у него есть какой-то, знаете, вот такая вот именно как дружеский какой-то контакт в ваших отношениях, а потом приходит близость. То есть это все выстраивается, у каждого свой путь, вы понимаете. А некоторые люди с первой секунды сливаются в этот поток. То есть настолько разные, и вам вот как раз двоечки говорят, что почему-то мне приходится повторять. Возможно, вот тема именно вот интимной близости какая-то для вас часть табуированная, вы себе, может быть, что-то запрещаете. То есть вам нужно понять, что это нормальная часть отношений. Вот, party, friends, family. То есть вы и он, понимаете, у вас может быть очень интересное, классное времяпрепровождение. Даже если это не навсегда, а может быть это случится навсегда, понимаете? То есть вы уже изначально, когда отношения, вы загадываете. Не загадываете, развиваете, наслаждаетесь. То есть пусть эта любовь как бы для обоих будет кайфом, понимаете? Даже, допустим, если сейчас только вот этап такой, или в принципе отношениях только, например, близость. Ну ничего страшного, окей. Так.
Интересная какая карта. X-Shadow, Evil has nuances, only consequences. Да, интересно. Понимаете, то есть, может быть, в вашей любви еще есть какие-то отголоски прошлого, какие-то темные стороны вылазят и у вас, и у него. Поэтому здесь, видите, я же говорю, что отношения для двоечек это скорее такой момент проработки, осознания, переосмысления себя. И у мужчины тоже взаимно, да, то есть и мужчины, соответственно, вам попадаются такие прям, знаете, не прям вот идеал и совершенный человек, а тоже человек с какими-то, тоже человек с какими-то еще, скажем так, недоработками, человек, которому очень много нужно работать и поднимать свои вибрации. Поэтому для двоечек, видите, сейчас посмотрим, да. Да, очень интересно, вы понимаете? То есть прям супер, да, вот карта, что нужно держать руку на сердце, но держать свое сердце в правильном месте. То есть какие бы ни были страсти, какие бы ни были партнеры, вам, понимаете, нужно беречь себя. И мне вот из потока идет, что у вас, правда, вот двоечки, ну вот я думаю, что, ну, может быть, у некоторых отыграется, что вот эти отношения, или которые придут, или которые у вас есть, то это союз до конца. Но если это союз не до конца жизни, не расстраивайтесь, не печальтесь, понимаете? То есть вы, ваше сердце и ваш человек по судьбе, и то, что должно быть, та любовь, которая в вашей жизни, она будет. Просто вы проходите этап развития, роста через отношения. И это прекрасно. И перестаньте это драматизировать, перестаньте это смотреть как на «Ой, у меня опять не получилось», «Ой, у нас не получается». То есть у вас вот такое вот идет, понимаете, часто. Вот, поэтому вы и он. Опять выходит эта женщина, флиртейшн, видите. Ну вот на этом, видимо, двоечки буду для вас вытягивать еще одну последнюю карту, видите, потому что я об этом говорю. Не страйтесь, флиртуйте, наслаждайтесь, то есть как бы играйте свою, make your own way, то есть делай свой путь, сделай свою дорогу к наслаждению, к счастью, и не смотри, как это у других. Там, знаете, кто-то думает, вот мне там 45, или мне там 50, мне там 35, неважно, у меня нету детей, у меня нету там семьи. Это все не важно. Вы, ваша любовь, она придет, а ваш путь, те мужчины, которые вам встречаются, вас приведут к этому. Понимаете? Если вы не замужем. Если вы замужем, и, допустим, у вас какой-то кризисный момент, и вам кажется, что вот как-то все не так, а вот те живут лучше, а мы не так живем, понимаете? Нет, это не так. Вы проходите свой путь. И вы учитесь своим урокам. Вы учитесь любить, понимаете, по-своему. Вот опять эта карта выходит. Вот сейчас еще возьму 2 карты. Да, вот интересно, help support. Да, вот эти 2 карты прям однозначно, вот, понимаете, тут именно про вашего мужчину скажу, да, что help support, grounding, needs a strike, doesn't fly away. То есть, понимаете, и вам будут встречаться мужчины, которые вам будут помогать, поддерживать на этом пути, да, то есть, может быть, вам будет приходить, если вам сейчас не хватает какой-то интимной такой близости, будут появляться мужчины, которые вас как бы немножко так расшевелят. И если вы немножко как бы не уверены в себе, то тоже будут появляться какие отношения, какие-то даже, может быть, по легкости, но они будут вас развивать и внушать вам какую-то уверенность, понимаете? И у вас будет сердце раскрываться, и вы будете становиться совершенно другой, понимаете? Божественная будет у вас любовь пробуждаться через такие отношения. Вот, поэтому я же говорю, что независимо вообще, какая у вас стадия, вы еще не замужем, или давно у вас никого нету, или как. То есть посыл такой, что дайте происходить событиям так, ну, видите, одни и те же карты выходят. Опять этот обнаженный этот мужчина, который нам уже выходил, да, потому что я все время говорю про вас, про мужчину вашего не говорю. Потому что вы и он, мне постоянно выходит, что даже если это несколько мужчин или один мужчина, неважно, да, мужчина может быть не идеален, у него тоже, так же, как у вас, могут быть какие-то трудности, сложности, какие-то моменты, понимаете? Но даже через такие отношения вы можете наслаждаться, любить, чувствовать свободу, прощение, как бы recognition, узнавание, то есть вы будете чувствовать нужность, что вы важны, да, то есть если, допустим, у мужчины какие-то сложности, или этот мужчина пока не может позвать вас замуж, это не значит, что вам эти отношения в данный момент как бы чем-то не нужны. Перестаньте смотреть вперед. Карты нам сегодня говорят, вот есть сегодня любовь, наслаждайтесь, неважно, у вас будут раны, у вас будут цветы, у вас будет разное, да,
Это человеческая природа. Вот видите, R is human. То есть у вас RR is human. То есть у вас человеческая как бы природа немножечко как бы вот... Мне почему-то идет про ошибку, что у вас ошибка есть, что человеческая природа, как бы не можем ошибаться. Все сразу должно быть идеально. Нет. Флиртуйте, как бы легко относитесь, понимаете, ко всему. Вот это очень интересные карты. Очень интересные карты. Ну, давайте последнюю карту. Сейчас я перемешаю последнюю для двоечек, посмотрим. Вас как-то, видите, тяжело смотреть, потому что вы и он, у вас, возможно, еще какие-то не очень стабилизированные отношения. Или в отношениях сейчас какая-то перестройка идет. Или даже если вы еще такого мужчину не встретили, вы, возможно, думаете, хотите одного, а вам приходят другие варианты, а вы отмахиваетесь. А вот интересно, сейчас проверим, насколько я... Вот такая вот карта. Смотрите, какая интересная. Freedom. Autonomy, mobility. To be yourself, live free as a bird. Ну, это невероятно. Это то, что я вам говорю уже 20 минут, да, сколько для двоечек. И эта карта снова выходит, понимаете? Вот. Это вот то, что нам говорит для двоечек поток сегодня. Освободитесь от табу, от ограничений. Перестаньте от ума любите строить отношения, чувствуйте сердцем, по зову сердца, идите, куда вас идет. И вас это приведет к божественной любви. Неважно, вы в паре, или вы еще хотите только встретить мужчину, и вот вы метаетесь. Мне почему-то идет, что многие себе одно загадывают, а им приходит другое, они расстраиваются. Если в вашу жизнь приходят такого плана люди, значит, такого плана люди вам сейчас нужны для проработки ваших каких-то моментов, для работы с собой. Поэтому, карты просто, посмотрите, какие красивые карты. Вот. Вы смотрите на вот эту вот карту и на эту. Они невероятные. Посмотрите, просто порассматривайте. Зеркало, вы понимаете, свобода, автономия. И почувствуй себя свободной, будь собой, почувствуй себя свободной, как птица. Понимаете, порхайте, наслаждайтесь любовью, не ставьте себе никаких рамок, граней, а должно быть так, а будет так. Живите сейчас, живите сегодня. Вот, то есть вы и он отдайтесь. Если у вас какие-то страсти, у вас к нему физически тянет, да наслаждайтесь, да классно, просто супер. Вот просто сердечко, понимаете, сердечко. Посылайте ему сердечки в ответ, понимаете, страстные. Классно все будет. Интересно, видите, единички, двоечки, совершенно разные отношения, совершенно разные мужчины, разные женщины. Сегодня очень прям классный такой расклад. Я очень довольна, что сегодня мы с вами провели этот поток для вас. Давайте по традиции совет. Я вытащу пару карт для единичек. Ой, и для двоечек. А не нужно ничего вытаскивать, они сами выпали. Видите? Причем я сказала для единичек и для двоечек, потому что советы общие и разные. Потому что для единичек, вот, видимо, вот эта вот карта вышла, да, я вот чувствую, что couple do union together, you do further and twice as joyfully. Понимаете? Вот, то, что я говорила, что мы развиваемся через отношения, мы через отношения становимся лучше. Да, мы через отношения прорабатываем свои темные стороны. Через отношения мы получаем новые уроки, новых себя, новое понимание мира. Вообще, то есть мы развиваемся через отношения. Поэтому у нас есть потребность все время кого-то встретить, кого-то найти. Понимаете, это прекрасно. И вам нужно, понимаете, принимать всю любовь, которая идет в вашу жизнь. Если вы давно в отношениях, да, то развивайте их, цените их, понимаете, соединяйтесь и развивайтесь через них, понимаете, приумножайте то, что у вас есть. Если вы еще не в отношениях, то вам, понимаете, вам подсказку дают, что эти трансформации бесценны. И любовь, она несет эти трансформации. И это просто, скажем так, дар божественный. Это не то, что происходит с вами какой-то злой умысел, madness, какая-то несправедливость. Это божественный дар, понимаете? Это просто вот божественное вот сердечко, да? Это, как там сейчас показывают, так вот, да, сердечки? Это божественная любовь через это идет, через эти трансформации. Вот так вот. Так что забирайте себе, скриньте такие прекрасные карты. Напоследок совет для всех. Удивительно классная колода. Очень мне понравилось на ней работать. Будем делать больше для них, на ней раскладов. Очень она красивая. Вы видите, это расклад. В общем, не отказывайте себе. Весна. Знакомьтесь. Если вы уже знакомы с мужчиной, то наслаждайтесь. Как нам показывают, каким образом, каким именно местом наслаждаться, я думаю, вы поняли. Поэтому, дорогие друзья, с вами была Ева. Я была рада провести для вас этот поток. Я
целитель, экстрасенс, ясновидящая, я работаю с энергиями, я мастер рейки. Можете приходить ко мне на консультацию. Я работаю голосовыми сообщениями и видеосообщениями. Могу записать для вас такой же видеорасклад. Если вы знаете, где я живу, кто смотрит, вы можете приехать ко мне на сеанс рейки и поработать со мной в том городе, где я живу. Ну, а так, в общем-то, обращайтесь. Телеграм-канал внизу. В комментариях обязательно пишите, какой вариант. Мне это очень важно. Сегодня такой горячий эмоциональный расклад. Очень интересно, кому откликнулось. Я надеюсь, что вы посмотрели оба варианта, потому что мне кажется, что, допустим, вы могли смотреть на мужа, и, например, кто-то мог еще смотреть и узнать какие-то свои бывшие отношения. Или кто-то, например, смотрит те отношения, которые есть сейчас, и те отношения, которые будут. То есть сегодня такой расклад очень, знаете, он перекликающийся в том смысле, что ну, у женщин, у них много кто на сердце. Да, respect, gift, surprise. A small gift for great happiness. Вот на этой карте завершаем. Пусть все подарки судьбы обязательно приходят в вашу жизнь. Ну а я прощаюсь с вами. С вами была Ева. Ева Оракул Таро. Канал. Пока.